Здравствуйте, меня зовут Зоя Итаева, я являюсь директором департамента архитектуры национальной компании Expo 2017. Добро пожаловать на площадку арт-центра. Сегодня в рамках проведения Национального дня Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии нам предоставлена уникальная возможность пригласить к диалогу известного британского архитектора Асифа Хана, который работает на стыке экспериментальных, цифровых, коммуникативных технологий, архитектуры, искусства. Асиф Хан основал свою архитектурную практику в 2007 году. Студия в основном работает на крупных международных проектах, фокусируясь на проектировании общественных пространств, выставочных пространств ландшафтного дизайна, временных инсталляций и так далее. Студия Асифа исследует, как технологии, природа, человеческие чувства могут быть использованы, чтобы передать и усилить атмосферу, также специфичность определенного места и пространства. Ему интересно продолжение этой идеи, как материальные и социальные инновации могут фундаментально изменить способы восприятия и формирования среды. Текущим проектом, над которыми работает студия Асифа, можно отнести новый музей Лондона в западном Смитфилде, а также общественные пространства на Expo 2020. В числе значимых проектов павильон Mega Faces на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, павильон Coca-Cola Big Box на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, также проект, который попал в финал международного конкурса на проектирование нового музея Гугенхайм в Хельсинки, также летний павильон в легендарной арт-галерее Серпентайн и, конечно же, павильон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на площадке Астана Экспо 2017. Асиф – обладатель многочисленных наград, включая Red Hot Design Award, Design and Art Direction Award, Гран-при Каннских львов в категории инновации. И в настоящее время он активно путешествует с лекциями по всему миру, является членом попечительского совета при Музее дизайна в Лондоне и является преподавателем магистерской программы по архитектуре в Королевском колледже искусств. И сегодня Асиф представит вашему вниманию несколько своих работ, поделится своим опытом проектирования коммуникативных пространств. И, конечно же, было бы интересно организовать дискуссию по теме современных инновационных подходов в архитектуре. И не случайно, что данная встреча проходит на площадке Expo 2017, где сама архитектура футуристическая, она задана идеями цифрового века. И это также тестовая платформа для апробации новых идей, технологий, которые мы могли бы в дальнейшем использовать в городском развитии. И, несомненно, интерес вызывают эксперименты Асифа в проекте Британского павильона, его исследования нового номадизма. Поэтому прошу вашего внимания Асиф Хан, вам слово. So Asif, I just introduced you to the audience. It's your turn. We would like to organize a kind of discussion. Maybe if you could share your experience with us, your knowledge in designing communicative and spaces, and how it's related to the future energy topic, and how was the architectural future. So all these questions can be covered during our conversation. So, wonderful. Well, В первую очередь, спасибо вам большое за то, что вы пришли посетить это событие.
Это первый паблик ток для меня в Казахстане, и это первый паблик ток для меня, и я могу рассказать вам что-то интересное о своей работе. Я сейчас собираюсь использовать эту возможность для того, чтобы рассказать вам больше историй о почему мы спроектировали дизайн такой, и что он означает, и что такое концептуализация моего исследования в течение последних 10 лет. Если бы вы могли показать мне первый слайд. Okay, hold on a second. I'm going to unplug this. Let's just try a second. Let's try that again. Okay, that's better. Вот так хорошо. Итак, для того, чтобы начать, давайте спросим, что общего между леса, в который находится в середине города, который люди открывают для себя, когда идут по тротуару. Это страничка Инстаграм. Это Инстаграм, где фотография растения. Это рисунок обеда. Это рисунок сада, куда вы можете забраться, и который имеет какой-то микромир внутри себя. И зелень везде окружает вас. И вы имеете опыт ощущать разные пространства вокруг себя. Это один и тот же проект. То есть называется рабочее пространство, которое называется Greenery, которое находится посередине города. Это игровая площадка для детей, которая имеет текстуру и материалы, которые все функциональны. Это павильон на Олимпийских играх для Coca-Cola. Это также, этот проект также соединен и связан с другими проектами. Вы можете прикоснуться к этому зданию, и оно будет отвечать вам. Сейчас я попытаюсь объяснить вам и дать вам определенный взгляд на связь между идеей чувствительности, сенсорности, о которой я хочу сейчас вам рассказать. Сейчас я хочу предоставить вам идеи, вашему вниманию идею, который великий японский дизайнер и мыслитель описывает как дизайн вещей. Не только вещей, которые существуют, но и вещей, которые случаются. Вы можете знать арт-директора Муджи, который является также независимым куратором и философом по теме дизайна. Он говорил, рассказывал много о пустоте, у него есть свое видение о цветах, но специфически сегодня я хотел бы говорить о его концепции сенсори. Сейчас я хочу вам показать некоторые вещи, которые формируют ваше представление о сенсори, о сенсорности, чувствительности и сенсорного дизайна. Наша особый пример — это каменный топор, который пришел к нам еще с примитивной стадии человечества, развития человечества. И мы видим этот топор у нас в руках, и мы чувствуем его вес, и мы чувствуем его твердость. И когда мы держим его, мы чувствуем реальный объект, который мотивирует нас сделать что-то. Например, что-то раздавить или ударить. Это идея объекта, который стимулирует ваши чувства, является очень сильной идеей. Например, of Kenya's projects, and he did a series of projects under the title Haptic, he encouraged designers, such as in this case Naoto Fukasawa, to think about
designing for the senses, designing for tactility. Он думал о том, чтобы And one of my favorite examples of Kenya's work is this invitation for the opening ceremony of the Nagano Winter Olympics. And this is an embossed card, and they created a type of paper and ink, which when it was heated up, foamed to create the texture of newly fallen snow. And the lettering of the text is like footsteps across the snow. And so this idea that something you make contact with gives you kind of thorough experience, experience way beyond its material form, is something I'm very interested in. This is a furniture project that I made for an exhibition at the Design Museum in London. This was one of my first projects in 2010. And this project was more of an asking question type of project. It was about thinking about what kind of materials could you be prepared to live with? What happens if the character of a chair became the character of a growing thing? The head of Muji saw this, even though it wasn't meant to be a real chair, it's a provocation, and they asked if they could produce it as a furniture. But it's provoking the question, what is design? And is this design? Вопрос был в том, что This is a table that feels like touching a piece of greenery when you work at it. Такое вот, It's так скажем, зелень такая. It's not the design of a table, but it's design of the senses. Это не дизайн This was стола, это another furniture piece made early on, which is made by pouring small plastic balls into a mold and setting them in whichever way they fall. So I like the idea that depending on how you undertake the molding process, sometimes they would settle into like cellular geometric patterns, and other times they would be globular, almost fatty or organic. And the minute contrast created give a very strongly different sensation to yourself. It's very biological. So now to go to something completely different. After doing many experimentations, the projects that I did started to grow in size, and this is a project that I took on for the Winter Pavilion for the Olympics in Sochi. And I realized it was the first time since the space race that Russia was going to be at the center of global interest, and I thought it was kind of a good opportunity for us to bring new creative thinking to Russia, or give a chance for new creative thought to emerge out of Russia, and that I could learn from a place and culture which I hadn't experienced before. And I couldn't resist the chance to do that. So the client was called Megaphone. You're probably familiar. It's a big telecom network. They have 60 million subscribers. Other networks are available. And they wanted a practical pavilion space at around 1,000 square meters for hosting people, but they wanted it to emotionally connect with their subscriber networks, their customers, and the customers are 62 million people. So this is their network actually. So if we think about something like Coca-Cola, we understand that Coca-Cola is selling drinks, but Megaphone sells connectivity and networking. This is what telecommunications do. There's no, it's intangible medium in a way, but we make it tangible through the information we broadcast through it, through the emotions that we send through it. But I couldn't figure out what the concept is for this project. Because what is their product? Is it radio waves or is it physical? So I began to think about the way that human beings have communicated throughout history. The face is the most concise means to express emotion, and we all use that between each other. Today it's being transmitted in the form of text messages and emoticons. You can send all sorts of impressions to other people, but the face remains a kind of our shorthand for universal language. So the shift in kind of conceptual approach to the project was how can we create a platform for emotion.
So Итак, this might be the craziest это может быть самый cross-section that I сумасшедший get the chance to проект, draw, который я когда-либо which is a разрабатывал. building which has a face on it. And the kind of simple Здание, idea которое was имеет фасад. И простая идея to была combine a building with the kind of thrilling sensation of seeing a large-scale human sculpture with the accessibility of a telecommunications с доступом network. к So in a way, to think of it, it's like Если мы будем думать об этом, learning from то FaceTime, learning есть from Instagram, learning from selfie culture, узнавать but combining that из with Инстаграма, Mount Rushmore узнавать из and социальных cave сетей. painting and the kind of primitive Это means of expression between people and примитивное выражение эмоций между людьми. So, Таким образом, simple idea was that I простой proposed to clients is идеей that let's было, make давайте people connect with technology and we сделаем can make them into heroes связь между людьми at Sochi. с So we помощью celebrate normally телекоммуникаций, the athletes, but let's celebrate the individual. чтобы спортсмены в Сочи могли праздновать свою победу It had индивидуально и в facade which сети. was had Он имел three-dimensional pins фасад, that который could имел move to create the shape of faces. фасад, который имел изображение в light трех измерениях and with с movement, and освещением in и 25 seconds we could show a new движениями, face. который через каждые 25 секунд показывал новое So, лицо. Итак, this is some early это самые ранние impressions that we had of what this would be like. впечатления, которые мы имели об этом проекте, как оно So должно seeing выглядеть. yourself captured three-dimensionally То есть это is видеть something себя в that трехмерном sparks your пространстве, senses. в трехмерном That's the thing измерении. that you find tangible. Это It's вот the то, thing that что вы relates to чувствуете, your что можете body осязать. Это now то, что to the scale of a выражает ваше building. тело. So it's like an avatar telepresence. Это как But seeing it телепрезентация. at the scale of a building, Но когда вы видите это на масштабе здания, you get a kind of out-of-body вы experience. получаете So просто this is some of the чрезвычайно first images that интересное I showed to впечатление. the client Это as то, что our я kind of показала aim. своим клиентам, как This video, цель. and we gave this kind of И мы дали своим клиентам, kind показали of crazy такое в своем роде сумасшедшее proposal, предложение, because потому что the faces are 3,500% of original. Потому что лица, original они person's face. очень большие, They намного are, больше, чем обычное лицо actually bigger than человека. the Statue of Liberty's face. Это, кстати, лицо здесь изображенное, оно But it's еще moving. больше, чем лицо на And we статуе called it the свободы. project Mega Faces, И which just мы means big назвали faces. этот процесс мега-лица, потому что, Okay, что so, по сути означает большие лица. This was our first Это был наш test, первый actually, to тест explain to the для того, client the чтобы scale, объяснить what it клиенту really масштаб means to see нашего something at проекта. that size. And the client, И interestingly, клиент, что самое интересное, we had this discussion. мы имели дискуссию, They felt обсуждение. it needs to be color. И Must be color. If we can use предложение, что RGB, это должно, LEDs, что it's изображения great, должны быть must be a color цветными. face. And then people will recognize themselves. И тогда люди And могут узнавать друг we felt друга. from more like learning from Mount Rushmore, learning from like bar reliefs and so on, it should be думали о том, abstracted in some что way. оно должен, And then to что prove it to изображения the должны client, быть we абстрактными. Для того, made чтобы this доказать свою mock-up, концепцию клиентам, мы and сделали then такой we illuminated it at night time. прототип и And I think подсветили it его. was one of the scariest things это было that самое, anyone has ever made on the самое planet. страшное, And что могло this is Matis Meyer, быть who's на one of the нашей technicians планете. on the project, who he didn't realize that he was going to become like this giant man. Это изображение одного из нашего техника, really, when you saw который this, не мог you поверить, felt like что running он away. может превратиться в Because такое it's like существо. it's natural. Но оно натурально. It makes you feel what we call like a fight or flight response. Это дает вам ощущение So then the полета. client agreed. Okay, let's have it black and white. I trust давайте you. мы все-таки перейдем And это в then черно-белый цвет. we started working on the movement, and И then we затем worked мы very начали closely with работать a над company called движениями. IART, and IART, a Swiss company who developed. И мы I worked привлекли with them for many швейцарскую projects, компанию, and they с которыми я developed a работал kind до of этого. И technical они proof of concept and the разработали engineering, для нас техническую amazing часть этого engineering design. проекта и просто This is a video шикарный of the инженерный first, дизайн. Это видео первого first test we did with the client теста, present. которое мы So we have 2.5 meters of мы extension, имеем which allows for kind of 2,5 a метра nice в range of высоту, nose sizes. и тут очень красивый нос.
And this was 1,000 three-dimensional pins, so 1,000 pin test. Изображение в трех измерениях. The next test after this тест трехмерном was to build it actually, измерении. because there wasn't time. We had only 365 days. И мы имели очень мало времени для того, чтобы закончить проект с концепцией до его завершения полного. И проект был разработан в такой модельной системе. People who are kind of more technically interested, there was a continuing conversation about the relationship between budget, resolution, and recognizability. And that's a very interesting discussion. It's the same thing that people have when you go to the electronics store to buy TVs, and that same discussion is what all of the TV manufacturers are having pixel pitch, like is it 4K, is it 8K, what's the difference, what's the perceptual difference, how far are you standing away from it, and we had to learn from that and have all the similar conversations. Okay, so very quickly construction was happening on site in Sochi. And this is the finished building. Internally, it has a performance area, a roof terrace, hospitality areas, and so on. It's quite a public building. This is how it looked when the faces were emerging from it. I don't know these three people, but that was the great thing. They would be the face of the Olympics for 30 seconds or 1 minute. And then on the right-hand side, you see a kind of queue line. So you would know when your face was going to come up next. Because when you entered, you first of all signed in a tablet, which gave you put your telephone number and language of preference. You went in and got 3D scanned on like a photo booth, but it had 5 cameras instead of 1 camera. And this also we developed for the project. And that photo booth took a picture with 5 cameras to create a three-dimensional mesh. And we worked on we worked with a company who were doing geospatial terrain mapping. And they adapted their software for faces. Very fast software, so it allowed faces to be processed essentially real time. And the faces were then sent to a moderator. You think like a moderator you need because it's Russia, so you need moderation, edit the faces. But the main reason for moderation is we were worried about 2 things. One is bad scanning, so you get bad scan data, the mesh is incomplete, and then you get a very strange thing coming out. Second thing is we were worried about people scanning their body parts. And at that Statue of Liberty size, you don't want to see any body parts. So this, and we did because we didn't use facial recognition. Actually, this is purely three-dimensional information being recorded. Okay, so once the person had clicked yes on the moderator clicked yes, you got a text message saying your face is going to come up at this time. This is the back end. This shows the queuing system, but there's also another bit of processing. And what's interesting here is that the kind of computer graphic processing team that we worked with here, I also worked with on the project here, the UK Pavilion. You sort of build up these relationships with really extreme experts. So what we found is that just showing faces like that in on the side of a building, it kind of looks like almost like a death mask. But when we look at Mount Rushmore, it's amazing. The composition gives you the feeling of the ambition of those men to create a new country. You feel it through the artwork, actually. It's not just one-to-one reproduction. So we created an engine. We worked with one of the guys who teaches anatomy to Pixar. I found him online and contacted him. And he developed a kind of automatic process of art direction. So it composited the faces in real time. And you see like this, the difference. Above is with this engine, where it's automatically compositing them, and below is just faces sticking out. So
а внизу без The использования. second thing we did, which is just Вторая вещь, которую мы сделали, amazing, actually, которая была this idea невероятная просто. From these computer graphics guys, they suggested, ребят, because they kind of work between sculpture and computer graphics, he calls himself Это a их 3D невероятная sculptor. работа. He suggested to, once we compose the faces, let's take those faces and Они сказали, давайте возьмем эти лица rephotograph them и in снимем их, a virtual studio. So it's happening once every 20 seconds. The three faces are there. The 3D meshes go into a virtual photo studio. The light is set up as where the sun is in the world. The sun in the real world. And the faces are lit based on the real sun. And then all of that information is sent to the this kind of driver. And that information is sent to the back of the machine. But they basically, the faces combine, the faces get augmented by simulated daylight from a virtual photograph, plus the real daylight that's happening in the real world. And then you get a kind of double effect. And they were calling it kind of digital trompe-l'oeil effect, which I think is a kind of absolute genius. And it really made the faces seem completely lifelike. I'm not going to show you a video of this because we need to move on. Next project I want to talk to you about is, and there's plenty of videos online actually of this. This was a proposal for UK Pavilion, but not this UK Pavilion. It was the last UK Pavilion at Milan, and it's one of my favorite projects that we've ever done. So the theme of the last Expo was feeding the planet, energy for life. And the question was, how do you feed the growing population of the Earth in a sustainable fashion? It's not a question which architects really can answer, or pavilion design can answer. But I thought we can use the Expo situation as a chance to make people think about something differently. Think about people's place in the world. So the global population is some 7 billion as of October 31st, 2011. Now we're 7.2, 7.3. The fundamental statistic is that if we have more people on Earth, we need more food. So that's what I wanted to do is represent to people the number of people on Earth. Then they can understand the challenge of the food question, how you can feed them. So I found that within 80 meters plot, 12 meters high, 15 meters wide, we could fit 7.2 million people if the people were this size. So that's a 1 to 100 model. So if we represent every person in 3 dimensions, not as statistic, but as a physical form, people will understand really the challenge of feeding that many people. Of course, inside you learn about what people eat, you learn about population. It becomes a kind of inhabitable infographic conveying global statistics. And at the end of the journey, each visitor gets a 3D scan of themselves. That's me, 3D scan, and 3D printed, and they place themselves amongst the kind of generic population of the Earth. So probably like whatever the number of visitors in the Expo, they get themselves И сколько бы ни было посетителей на Экспо, они получали себя вот в таком производственном том, что среди 7 миллиардов людей один цветной человек — это вот посетитель Экспо, и каждый из них был изображен в таком ключе. Да, это было тематически это было правильно, что как мы можем показать через сенсорность, так называемую. This is some sense of what this might have been like. Это несколько примеров, как это могло выглядеть. Вот миллиарды людей, как они выглядели бы. So, Megafaces was a great project to make, of course, and everyone thought I was doing all this interactive technology. But only technology is a medium, but it's not the case. I tend to change the medium in each project I work in.
depending on what the project needs. If it needs timber, we make a timber project. If it needs technology, we make a technology Я могу project. использовать разные виды. All Если, of these are допустим, kind проекту нужны технологии, мы используем tactics to больше stimulate технологий. human senses. Если нам Technology нужны более obviously becomes тактичные, тактильные more powerful today because we чувства, мы all hold используем. technology in our pockets. We're using it as our Сейчас на данный момент мы используем больше технологий, мы main используем source of information, main source of communication. у каждого из нас есть It's our какой-то main определенный haptic девайс. interface is a piece of glass nowadays. It's not a newspaper. And I think that's something that we Сейчас need to kind новости of question. это не газета, а So in a very different context, в this is абсолютно другом my контексте. first project Это actually. I was самый asked to мой design a первый cafe for проект. an English seaside town Я делал in Little кафе Hampton, the south для coast of England. пригороде, And the для brief английского had one кафе clear для point from the client: make a cafe like a shack, very low cost. И я хотела сделать It кафе should be something that doesn't очень, scare the local people. It should be like really чтобы он basic. It must be никаким visible, образом flexible, не and low устрашал cost. местных So жителей, и where is the чтобы sensory его architecture стоимость here? была очень низкой. It's about using motion and change. So the building is actually И able концепция была заключена в том, чтобы to open and использовать, close like a plant. чтобы он открывался And и this gives us закрывался как visibility and цветок. flexibility at low cost. И это So нам the дает building is twice as wide видимость. here. It's И half as wide there. So if you're sitting on the other side of the beach, you see this thing much better in the summer. But also in the winter, you can close the building down. And so the building becomes a character на другом кафе называется at the ocean. West Beach, And если мы it сидим на другом, оно captures very может tangible открываться feeling зимой, of закрывается. spilling out of space from the inside to the outside, like water being poured between. И концепция заключалась в том, что воздух, So inside activities непосредственно happen outside, пространство and outside разливалось бы activities как can вода happen из inside. этого кафе. And that inspiration, that sensory kind of architecture Это can give to people way beyond my вдохновение, imagination. это This is something the сенсорность. client Это started то, to что make it хотел into клиент, a это то, stage, что a клиент cafe, сам or хотел. auditorium. So it's the Хотел idea этим that самым the building привлечь can inspire action and посетителей. inhabitation. So this Непосредственно. next project, Следующий the short проект. film, Сейчас мы this is a увидим test короткий model фильм. Это of this модель, project. тестовая This is, модель этого проекта. We make a lot of models in the studio, testing ideas. This is У нас очень много моделей, тестовых моделей в нашей студии. Этот проект был предложен для Шанхая. And the client gave us a brief. And the Клиент brief was to дал kind нам of connect to the краткое history of the site. It's a Xinjiangdi, which is like a historic area in Shanghai. И они хотели сделать в историческом районе Шанхая. И я создал что-то, что меняется во время того, как ты идешь по улице. Проект заключался в параллельной проекции. На китайском искусстве в 16 века. So we kind of wanted to, in a world of perspective, recreate the moment of the scroll painting, the Chinese scroll painting. And then when people are walking in the street, or if you catch someone else walking through it, it looks as if you're watching someone inhabiting a living scroll painting in the city. На свитках, да, на свитках. Таким образом, проходя мимо этой инсталляции, можно увидеть, как она меняется. Это было очень странно, видеть это посредине улицы. Я думаю, что были какие-то дорожные происшествия из-за этой инсталляции. Это совершенно другой масштаб. Это очень маленькая инсталляция для выставки. Это проект для музея. Мы сделали несколько столов, установили тканевые занавески.
Это просто материя, просто штора, но это очень такая специальная ткань. Такое ощущение возникает, что не существует этой ткани, это только какая-то граница, которая существует в воздухе. И когда вы видите ее, и вы подвигаетесь поближе к ней, она исчезает занавеска. Но если вы только отодвигаетесь, она опять появляется. Она соприкасается с металлом и дает энергоимпульс. И таким образом мы использовали ткань как кондуктор для того, чтобы передать электричество на светильники. И мы таким образом пропускали свет через эту ткань. Сенсуэ, так называемая, то есть ощущаемость, существовала в этом проекте. И иногда свет мигал, и когда вы двигались, свет менял направление. И интенсивность света менялась, свет становился темнее или светлее. Это проект для дизайн Майами в 2011 году. Этот тент, и он был разработан для того, чтобы схватывать свет из Майами и для того, чтобы комбинировать искусственное освещение и природное освещение. Мы создали искусственное пространство, и мы использовали кристаллы для того, чтобы создать атмосферу природы. Это вот реальная вещь, которая происходит, и, может быть, это тоже, такое событие тоже происходит в Казахстане, в Астане, потому что у вас бывают достаточно сильные морозы. Это вот реальные кристаллы. И когда вы идете вдоль комнаты, вот этот луч преследует вас, и он меняет свое направление, свое движение в зависимости от вашего движения. И вы чувствуете связь между с вами и светом, потому что это все происходит в ваших глазах. Таким образом, это осязаемая форма света. Это тестовая панель. Это то, как эта инсталляция взаимодействует с Солнцем. Это то есть это искусство. А также мы внутри имели один LED, и мы имели 1,5 миллиарда кристаллов. Тоже еще одна интересная вещь об этом проекте, это вот изображена на картинке. Это на самом деле дама достаточно пожилого возраста, это не молодая женщина. И когда люди проныривали, скажем так, в это пространство, оно становилось как бы социальным таким пространством. Давайте чуть-чуть снизим звук, уменьшим звук. Это проект в Мельбурне. Это проект в Мельбурне, Federation Square, то есть площадь Федерации. Одна из одних больших проектов столетия в Мельбурне. И имеет очень много общественных мест, пространств, но никто не ходит туда зимой. Это больше как бы фестиваль света. Это проект, который мы разработали. Есть очень много, вот в этом проекте большое количество света кружится, двигается, и таким образом свет отождествляет собой существование человека. И площадь, она как бы интерпретирует саму сущность света. И для того, чтобы сделать какой-то переход с эмоционального в физическое состояние,
translated into this light piece, it diminishes. It kind of disappears after 10 to 15 minutes. Свет меняется и исчезает в течение каких-то нескольких секунд. Это похоже на мегафон, проект с мегафоном, но мне нравится этот проект, потому что он действительно сделан для города, для того, чтобы выделить этот город от других в таком интересном свете. Это вот то, что мы используем вот этот цвет. Таким образом, это другой проект, который я не выиграл. Если вы поговорите с архитекторами, они все имеют истории о каких-то проектах, которые их всегда привлекают. Это что это любовь всей их жизни. И вот это вот проект, мой проект мечты моей, это было в Хельсинки. Хельсинки — это такой город, который закончен уже. Он соединяет Восток и Запад, и искусство, которое отображает Хельсинки, отражает историю Финляндии, в истории отображается связь с западными странами России. Хельсинки — это очень такая глобальный хаб для транзита. И это больше транзитная зона, чем место назначения. Это примерно как Дубай и Астана. Это то же самое, как и Астана и Дубай, но это не одно и то же, конечно, все имеет свои особенности. Хельсинки имеет очень... Хельсинки в то время нуждалась в общественных пространствах для общества, для людей. Вот здесь вы видите терминал для грузовых кораблей. Это порт для пассажирских и грузовых кораблей, суден. И сюда приезжают корабли из Эстонии, из Швеции. И если вы прибываете в Хельсинки кораблем, то это первое, то, что вы видите в этом городе. Мы участвовали в этом конкурсе в 2015 году, и правительство хотело сделать это пространство музеем, и чтобы он имел почти что эффект, как в Бильбао. И они хотели выразить свое видение об этом месте через свет, через архитектуру, через здание. И мы начали этот проект, мы начали думать об этом городе. Мы видим, что Хельсинки имеет много улиц, которые смотрят разные вещи, в разные стороны. И мы видим места для рынков, для встречи людей, для различных мероприятий. И сейчас вы видите это место, оно как будто бы ждет, что что-то случится там, что-то там произойдет. Вот здесь вы видите брусчатку. Если вы видите это, здесь кажется, что вы должны парковать свою машину, а если вы здесь видите такую текстуру в виде гравия, вы чувствуете, что вы хотите здесь присесть и расслабиться. И то, что вы запомните об этом месте, это такой хруст.
И если даже если вы закроете свои глаза, вы почувствуете, что вы узнаете, вы признаете, что вы находитесь в общественном пространстве, потому что оно звучит как общественное пространство. И это такой амбициозный проект, был основан на интуиции, об интуициях, о текстуре, о различных материалах, об архитектуре. Это вот просто карта различных материалов, которые существуют сейчас. Мы, по сути, построили здание, и мы подняли фасад здания для того, чтобы соединить его с другими домами в окраине. Это просто схема, которую я хотела бы вам показать. И идея была, что все, что угодно может произойти в местах, которые отведены под общественное пространство. Здесь свет был главной темой. И некоторые виды искусства требуют темноты, но скульптуру должны освещаться дневным светом. Также мы использовали стекла на здании. Я показываю, как оно выглядит. Так называемое такое стеклянное покрытие на здании, и которое покрыто такими клетками, которые являются галереями. Наверху часть прозрачная, в то же время как внизу она такая более видимая, так скажем. Здесь вы видите так называемую текстологию разных текстур. Это структурная модель. Вы видите практически законченную модель стекла, и это такой эксперимент такой со светом, который возможно получить внутри здания. Свет на нас существо такое живущее, на основе которого можно использовать его использовать в освещении города и также в помещении. А также технические параметры. Допустим, зимой покрытие здания становится похожим на свитер, так скажем. Мы перешли на язык текстуры и света. Наше стекло, and alto as well, and the alto vase. You kind of understand finishness through those objects they made. The texture of the glassware teaches you something about благодаря проектам, которые были сделаны с этим стеклом. Самое главное понимание текстуры и процесса. Мы сделали такой стеклянный фасад через серьезные технические детали и также тестирование. Это вы видите на экране тестирование нашей студии. Мы хотели, как может законченное стекло стать непосредственно зданием, и как это стекло, и как данное стекло может работать в масштабах города. И мы хотели сделать данную модель как подтверждение нашего концепта. Также мы попросили Итала. Итала — это один из самых крупнейших производителей стекла в мире. На экране вы видите законченную модель.
was a kind of statement of intent, like we are going to do this with you. Мы хотели работать вместе, хотели сделать с местными, с индустрией и с крупнейшими производителями стекла. Это вот, это такое чувство, как должно это выглядеть снаружи зимой. Зимой оно трансформируется. Внутри это огромное пространство, пронизанное светом. А также мы взяли такую традицию неоновых подсветок, белого неона. Мы заимствовали идею неоновых фасадов и использовали ее в нашем проекте в Хельсинки. Guggenheim faces the sea, and museum faces the city. So everyone's happy in this case. Гuggenheim, он смотрит непосредственно на реку, и это центральная площадь. Это текстура города, это вы можете видеть это сквозь Гугенхайм, вот сквозь наш проект. Зимой это здание становится, так скажем, зимним. На заходе он становится заходом солнца. We got close to winning it, but we didn't win it, obviously. And now they're not building anything. Мы практически выиграли этот проект строительства, но, к сожалению, мы его не сделали. Финское правительство сказало, что они не будут строить Гугенгеймский музей, Гугенхайм музей. Это было очень грустно для нас. Это было действительно самым любимым для финской публики. Для меня, как для дизайнера, это была огромной возможностью, а также доказательством. И почему мы должны думать, я действительно задумался, почему мы должны думать о сенсорике, о сенсорности в моих проектах. Для меня мои проекты это заключены в том, чтобы обычные люди почувствовали это, чтобы разбудить их чувства, разбудить чувства местных жителей. Я хотел сделать, собрать такие моменты, как эти. И я хотела, чтобы мои проекты поддерживали дальнейшее развитие. И эта тема, и это мышление все приобрело такое, свою роль в нашем павильоне. Вы наверняка были уже в британском павильоне. Я не буду спойлерить, если вы там не были. Вы видите солнце, вы видите закат, и вы видите восход. И вы можете почувствовать, прочувствовать этот опыт природы. Мы использовали, мы были вдохновлены, мы были использовали форму казахской юрты. Мы хотели привнести эту такую изобретательность, дизайн абсолютной эффективности дизайна. Это так называемая история этого павильона. Это история о энергии будущества, это план нашего павильона. Это немного абстрактный план. Когда мы услышали о теме энергии будущего, для нас была первая реакция наша была это давайте используем технологии и сделаем что-то там о солнечных панелях, о сохранении энергии. Многие думают, что это фокусируется на будущем, но на самом деле это фокусируется на данном моменте. Мы не знаем, что будет в будущем. Но у нас есть какие-то чувства, что
да, чувство Марса или там потеря работы, безработица. Но что будет в будущем, мы не знаем. Но что мы знаем на самом деле, что было до этого. Energy has a very long story. Energy goes back У энергии очень долгая история, которая идет к 8 number one миллиардам there лет. in the plan is the entrance, and number one is not future energy, but the origin of energy. Для нас это была не энергия будущего, а энергия какова она есть. И для нас путешествие вот непосредственно по британскому павильону, это дорога. All our atoms were primordial particles, все наши атомы, все наши частицы, все соединены в одном месте, в одно время. И все это связано. И с этой точки зрения, с этой точки зрения, как появилась жизнь на планете 2 миллиарда лет спустя, как появились растения, животные, до момента, когда появилась человеческая цивилизация, и которая трансформировалась, и которая в итоге привела к тому, что к инновациям британским в прошлом, настоящем и в будущем. В форме Expo это просто информация. Ну, это типичный способ, да. Мы все были на Expo. И что я сделал, я связался с Брайаном Ино, знаменитым музыкантом, его также называют отцом, так скажем, продолжительной музыки, который занимается творчеством с 70-х годов. И я попросила его, вы можете озвучить историю энергии с момента ее зарождения, с начала зарождения Вселенной до конца Вселенной. И она начинается с одного звука, ведя к многим звукам. И это один из самых таких запоминающихся опытов британского павильона — это звук. Я сейчас постараюсь вам проиграть звук, чтобы вы прослушали. Это то, что вы слышите, когда вы заходите в британский павильон. Как только вы заходите, вы видите длинный коридор, который на картинке отмечен цифрой 2, и вы понимаете, что вы проходите мимо вот данного изображения. Это невероятно, это проекция. Это видео, которое нам предоставила НАСА. Это видео Солнца. И Солнце прорисовано детально, которое вы не сможете увидеть, просто смотря на Солнце. И что они делают? Они записывают Солнце, они фотографируют его в высоком разрешении, с регулярными интервалами. И они пришли к выводу, что Солнце — это такой живущий сгусток энергии, который живет, который меняется каждую секунду. И это непосредственно результат, такой счастливый результат от изображения Вселенной, отражения Вселенной. Это причина, почему все это возможно на Земле.
I'm going to just play one other piece of music now. Я сейчас поставлю еще один фрагмент музыки. Sorry for showing my desktop. Ой, извините, что показываю свой рабочий стол. Stop. Okay. So what you're hearing here is now То, что вы слышите сейчас, that soundtrack, that это single note саундтрек, has это единая нота, become many notes. которая стала It's become all sorts of множеством forms of нот, energy, all sorts of которая стала такой levels. энергией на In fact, многих it's уровнях. what you hear in the UK pavilion is Все, что вы слышите в британском Brian's score павильоне, for this landscape, and it's a unique piece of music that к Brian's этому written, ландшафту, который написал Брайан. and it is И it's a это score which you watch as a segment of landscape это you're сегмент, seeing это here, ландшафт, which который вы we've видите, kind of designed. It's который not мы, any place on earth. который мы It's спроецировали, мы сделали его дизайн, его нету нигде на земле, мы And его this is сделали специально. you experience a day of life on earth. И это не Just опыт одного дня saw на земле. sunrise here. Вы видели заход, This восход, lasts about 4 minutes for a который day шел, of life on earth. вы видите, который ведет 4 And минуты. then you see Дальше вы everything's видите moving in this world. The shadows are moving, the trees are moving. It's a все, simulation. что движется в этом мире, это A three-dimensional симуляция, simulation of это Earth. It's made 3D-симуляция, completely digitally. которая сделана полностью в цифровом формате. Why did we do that? Why didn't we put pictures of UK landscape or Почему Kazakh мы это landscape? сделали? Почему мы не, Because like I почему мы не wanted to взяли express that картинки we're sharing. Великобритании или All of Казахстана? us share Я хотела показать this в place. этом проекте, что для нас это, для всех, для And нас I это wanted to общее kind of место. find a common language Я хотела that найти stimulates общий people's язык, который стимулировал бы наши in relation to людей landscape. Of course, и их the чувства sun, по отношению к rise ландшафту. and the sunset И это is чувство, когда восходит солнце, a shared thing through all of us, through и all plants, общие вещи, animals, everything, and которые energy. едины для нас, для всех. Также So животных, what you'll see there in the природы. Niggerville is a kind of 360-degree landscape, И вот which is universal. то, It's что probably вы one of видите the в largest британском павильоне, это 360 градусов to изображения, make a complete Earth simulation, чтобы panoramic Earth simulation. показать панорамное It was изображение rendered Земли. completely in the cloud И было сделано using 8,000 CVs. полностью So it would have taken 250 years to render it on one computer. Наш объект использовался And it's rendered down to the individual leaves, which are all moving. И каждый листочек, каждое дерево было прорисовано по отдельности. So you just experienced a day now, and you see a little bit of sense of Что вы видели день, civilization and the distance there. We don't know when this is. This could be вы видите 100,000 years ago. It could be in the future. We don't know. лет назад или это будет в будущем, мы не Okay, and знаем. then this is another day in the same Это уже другой landscape, день another direction в том of же view, ландшафте, в той же природе. and you're seeing sunrise now. И вы видите восход, Go. рассвет. Excuse me. Извиняюсь. And then it's at the center
symbolizes kind of social values in its form. It tells you something about family. Также это связано с понятием семьи. It's what we want architecture to be actually in the future. Это то, It's a future prototype, мы but видим архитектуру в будущем. it's from 5,000 years ago. This is really inspiring for me. And I thought, since we're at the point of having an expo here, it's the first expo in this part of the world, we need to kind of discover what's special here and show it. Remind ourselves of it. Okay, so just to quickly show you a couple of other scenes. There's lightning, there's weather, there's landscape. The energy is shown in multiple forms. That's the end of this talk. And I'm going to gently reduce the sound. Я плавно выключу And звук bring us all back up to today. и перенесу нас обратно всех сюда. I would love to have some questions from anyone on maybe we Если can у turn кого-то this есть off now. вопросы, если у кого-то The есть вопросы, on any of these things, я с удовольствием отвечу. Если у вас есть or other вопросы things. или Thank you. другие. Спасибо.